Близнецы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на июль 2023 года. Сегодня мы будем работать с колдовским Ленорман, а также таро внутренней ведьмы. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на получение информации, и мы с вами посмотрим, какая цепочка событий вас ожидает. Общая энергия месяца, что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так. Приступим. Общая энергия месяца. Ох, какая шикарная карта. У вас здесь ложится шестерка жезлов. Карта победы, карта цели, достижения, триумфа, праздника, радости. Для кого-то это просто, знаете, как реализоваться, состояться в чем-то, найти смысл жизни, найти свое призвание, предназначение. Для кого-то это выиграть какой-то конкурс или соревнование, или пройти кастинг, если вы там куда-то, скажем так, проходили отбор, может быть, там модельное агентство или, может быть, на какую-то вакансию. То есть здесь это, знаете, как побороть своих конкурентов. Но и в целом шестерка жезлов — это много энергии, много вас огня. Это путешествия, это поездки, это смена места жительства, удачные, перспективные. Это может быть и повышение по карьерной лестнице, а также, допустим, приобретение автомобиля, либо ремонт автомобиля. Потому что по шестерке жезлов надо быть мобильным, быть на колесах. Посмотрим, в какой нише для вас это в большей степени отобразится или отыграется. О чем здесь у нас будет идти речь. Так, как мы здесь видим, у нас здесь ложится шестерка воды, потому что здесь карта, которая показывает, что, видите, как поддержка из взрослых рук в детские руки. Во-первых, это все, что будет связано с детьми, с внуками, с вашей семьей. Это поддержка. Как вы можете поддерживать своих близких, так и близкие, которые верят в вас, в ваше начинание, оказывают вам какую-то помощь, содействие. Более того, здесь для вас ключевым будет решение вопросов прошлого. Ну, например, вопросы, связанные с оформлением наследства или переоформлением, или решение каких-то конфликтов прошлого. Для кого-то может быть восстановление отношений, не обязательно личного характера, то есть дружеские, деловые, родственные связи. У кого-то поездка на родину, потому что здесь это карта воспоминаний, которая вас насыщает, наполняет и дает такой вот заряд энергии. Может быть такой с небольшой ноткой грусти и ностальгии, но для вас это как приятные воспоминания. Опять же, встреча, кооперация с бывшими одноклассниками, коллегами, ну, друзьями, которых вы давно не видели. То есть для вас это все со знаком плюс. Смотрим, каковы у вас перспективы в плане работы. И по работе мы видим, что здесь ложится рыцарь Пентаклей или ученик, ученик Земли. То есть здесь терпение и труд все перетрут. То есть по сути как бы стабильно и без изменений, или вы здесь будете стремиться к обретению стабильности. Будем прояснять. Для тех, кто у нас не работает, какова же здесь будет ситуация? Двойка Земли. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Поиск баланса. То есть, с одной стороны, вы понимаете, что как бы нет особо ресурсов работать, именно временных. Ну, например, вы ухаживаете за пожилыми людьми, своими родственниками, там, детьми, внуками, или вы заняты какими-то бытовыми задачами, и элементарно на вопросы карьеры и реализации у вас может не хватать свободного времени. Но, тем не менее, двойка Пентаклей — это подстраиваться под обстоятельства. Это взвешивать все за и против, что для вас более рационально в этот момент, и может здесь быть какая-то периодическая подработка. В любом случае, эти карты показывают, что к вам будут приходить деньги из двух источников. То есть, например, официальные какие-то выплаты, будь то там пенсия, пособия, субсидии, дотации и, допустим, какая-то помощь от родственников. То есть в этом плане для вас здесь ситуация со знаком плюс. Если вы у нас соискатель. Паж жезлов. Да, это инициатива, да, это поиск, да, это стремление, но пока это только собеседование, ничего более. То есть трудоустройств здесь не будет. Пока в этом аспекте это будет проходящий месяц. Это интересоваться, это отправлять резюме, это встречаться, общаться, но пока никуда далее.
Так, а вот если мы будем анализировать ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то семерка воздуха, она же семерка мечей, это вскрыть ситуацию каких-то козней или интриг, которые, ну, по сути, пытались нарушить вашу стабильность на работе. Например, какие-то сплетни, козни, попытки навесить на вас какие-то нюансы, которые вы не выполняли. Ну, допустим, неверно заполненные бухгалтерские книги, да, еще какие-то нюансы. Но это я привожу образно. Ну, то есть здесь это как попытка навесить на вас какие-то чужие некорректные действия. И вот здесь я могу сказать, что вы поставите в этом точку. То есть эта ситуация не будет иметь развития, потому что если мы будем смотреть по этим картам, Луна. Луна – это фальшь, это обман, который будет вами раскрыт. Опять же, если здесь была ну, какой-то, может быть, чей-то здесь злой умысел, что-то вам не доплатить, не досчитать, то вы эту ситуацию, конечно, прощупаете и сможете обернуть себе ее во благо. Если смотреть аркан для тех, кто владеет собственным бизнесом, то рыцарь пентаклей и сила, здесь все ровно, все стабильно, все комфортно. Стабильный бизнес, стабильное развитие, стабильная прибыль. Да, за счет ваших усилий. Не просто так это все само появляется, но тем не менее волноваться вам здесь будет не о чем. Финансовая сторона вопроса. Что же у вас здесь? Ну, здесь могу сказать, что по пажу пентаклей это в первую очередь пусть немного, но стабильно и постоянно. Потому что паж монет у нас всегда говорит о ситуации стабильного прихода денег. Может быть ниже среднего, но тем не менее вам хватает на все ваши базовые потребности. Помимо всего прочего, вы здесь можете финансово вкладываться в свое обучение, обучение детей, внуков, потому что здесь вы понимаете, что как закладывать фундамент будущего. И вот та база знаний, которую вам сейчас не хватает, она впоследствии даст вам хорошие результаты. Смотрим здоровье по восьмерке пентаклей. Хорошее здоровье, хорошее, знаете, как и самочувствие, но единственное, знаете, как не переусердствуйте здесь в плане трудоголизма. Потому что восьмерка пентаклей это может быть просто как физическое истощение от того, что много работаете, слишком много, знаете, как я говорю, погружаетесь в работу. Если это касается, допустим, в принципе, работы над своим телом, то тогда да, это продуктивно и эффективно. То есть спортивные упражнения, нагрузка, которые дают свои результаты. Или вы работаете над тем, чтобы структуризировать вопросы питания, начать питаться более осознанно, грамотно. То есть это все будет 10 со знаком плюс. Вопросы личной жизни. Что же здесь? Башня. А вот здесь мы будем смотреть и анализировать, что же здесь за такие глобальные перемены. Потому что по башне это всегда разрушение старого образа жизни, старой модели поведения в отношениях. Для тех, кто у нас свободен. Здесь ситуация, когда вы не то что не хотите ничего менять, знаете, как не пришло время. Потому что и башня, и восьмерка мечей. Сейчас хочу проанализировать. Одну секунду. Я не вижу, чтобы у вас здесь был закрыт канал построения союза или взаимоотношений, потому что, видите, у вас здесь падает шестерка воздуха, вам протянули здесь эту руку. Но могут быть какие-то блоки на построение личной жизни. Не всем, но единицам я здесь рекомендую перепровериться на наличие вопроса деструктивных программ, потому что это могут быть не самовнушение, не какие-то внутренние блоки, которые вы сами себе поставили, а могут быть блоки внешние, энергетические, которые вам мешают в построении взаимоотношений. Но здесь для тех, кто у нас свободен, ситуация пока без перемен. Так, давайте еще раз. Единственное исключение, сейчас даже дотяну, так и есть, потому что десятка земли, десятка пентаклей, ну, знаете, как не судите, да не судимы будете. Поэтому я должна сказать так, как здесь ложится. У кого-то здесь может проходить дистанционное общение с человеком, который находится в местах не столь отдаленных. Поэтому вот так. Потому что, видите, как попытки кому-то протянуть руку помощи, да, вытягивать жертву. Стоит ли это делать или нет, это уже другой момент. Но вы сами себя подвязываете под чужую негативную энергетику. Вот этого, конечно, делать нежелательно. Так, для тех, кто у нас в любовных треугольниках, какова здесь ситуация? Башня и звезда. Очень такое интересное сочетание карт. Почему? Потому что это разрушить старую модель взаимоотношений в вашем союзе ради надежд на большее будущее. Ну, то есть на светлое будущее.
Очень часто такое сочетание карт может говорить о вашем желании или решении остаться друзьями, потому что башня и звезда — это как творческий союз, творческий тандем, но тандем друзей. То есть вы можете понимать, что как бы да, и друг без друга тяжело, и вместе невозможно. Поэтому это такая вот посылка, как бы греть друг друга, но дистанционно на расстоянии, встречаться, общаться как друзья. Если же вы у нас в стабильных союзах, боже, посыпались карты сами, ну значит так тому и быть. Так, у нас здесь выпала двойка огня, ага, и у нас здесь учитель земли или королева пентаклей. Ну, по этим картам, какова здесь ситуация? Здесь, так, знаешь, как хоть разорвись между двух огней, между двух женщин. Почему? Не обязательно это может быть любовница, но здесь это как разорваться, допустим, между матерью и супругой. В большей степени эта ситуация характерна для женщин, поэтому здесь могут быть конфликты, напряженные ситуации. Сейчас посмотрим и проанализируем для наших девушек и женщин, что здесь может быть. Так, что здесь для вас? Девушки и женщины, башня, тройка жезлов — это может быть конфликт интересов. Из-за чего? Из-за того, что, допустим, партнер не поддерживает вас в ваших идеях, начинаниях, ограничивает вас в развитии. Вы хотите свободы, воздуха, как и, в принципе, свойственно женщине вашей стихии. Ну, например, вы хотите карьеры, реализации, там, путешествия, партнер вас постоянно в чем-то ограничивает, хотя даже, допустим, у вас для этого могут быть ресурсы. То есть, по сути, как тянет вас на дно. И вы можете здесь временно или разъехаться, или поконфликтовать по этому поводу, чтобы получить больше свободы в действии. Не у всех это будут идти разрушения отношений, разрушение там брака, но может идти понимание или осознание, что эти отношения в какой-то степени вас дестабилизируют. Рекомендация. Что же у вас будет здесь? У вас здесь ложится паж мечей. Паж мечей или паж воздуха, или, ну, знаете, как инициация, инициатива. Что это, о чем это говорит? Как мониторь, исследуй, будь свободен, будь гибким, двигайся, достигай своих целей, то есть лети туда, куда тебе нужно, как эта божья коровка. Видите, она не привязана к месту. Захотела — полетела, захотела — осталась. Это говорит о том, что если кто-то вас ограничивает в ваших мечтах, целях, планах, проанализируйте, почему так происходит, согласны ли вы с этим, стоит ли вам мириться с этой ситуацией. Или все-таки стоит предпочесть себя, свою зону комфорта и те цели и желания, которые вы ставите превыше всего. Это не значит, что вы должны быть безответственными, там, забить на свою семью, на своих близких или родственников, но также научиться хотя бы иногда ставить себя на первое место. Смотрим на неожиданность периода. Что у вас здесь? Итак, как мы видим, у вас здесь ложится Солнце, ключ и сад. Прекрасные арканы. Почему? Потому что для вас это раскрытие возможностей. Ключ в ваших руках, причем по саду, это через смену окружения, новое социальное общество, новые друзья, новые знакомые, новая целевая аудитория. Ну, к примеру, если вы там врач, или косметолог, или там учитель, у вас может за счет вашей клиентской базы она кардинальным образом обновиться. То есть могут прийти более статусные люди, или даже если не брать во внимание статус, то есть люди, с которыми вам легко, комфортно, с которыми вы на одной волне, благодаря которым вы растете личностно, но и люди, которые в первую очередь, знаете, как что-то от вас берут, подпитываются энергетикой, потому что здесь взаимовыгодный союз. Тем более, видите, по аркану крест это кармическая ситуация. Почему говорю все-таки друзья и окружение? Потому что у вас даже дно колоды собака. То есть служить, получать результат. Это касается друзей, коллег и вашего окружения. Вот такой у вас здесь период. Поэтому пусть так и будет. Пусть будет все со знаком плюс. Ну а мы для этого закроем вам колоду таковым образом, чтобы все в вашей жизни было только в позитивном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите мне, как для вас отыгрался этот расклад, эта информация, была ли она для вас полезной. Я вас также благодарю за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши донаты. Я вас также стараюсь баловать новыми колодами, которые по-другому, по-новому раскрывают вам информацию. Ну и в принципе, я вам благодарна за то, что вы поддерживаете меня, остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.